мудрецы до внешней красоты. Ведь ничего красивее нет на белом свете, чем та любовь, что Бог послал в завете. Чем та любовь, чем та любовь, чем та любовь, что Бог послал в завете. В одном селении жили портретисты. Один из них был мастер кисти, другой примерный семьянин. И как-то случай выпал им один. Условились работать ровно год, и так, что в состязании победит из них двоих, понятно, только тот, кто облик женский лучше воплотит, кто в совершенстве мастерством владеет и лучше кистью написать сумеет шедевр ярчайшей женской красоты. Шедевр, где бы воплотились все мечты. Прекрасный мастер начал с суеты. О, как достичь желанной высоты! Найти натуру непростое дело, но за него он взялся очень смело. В дорогу он собрался, путь не близкий, путь полный опасности и риска. И все один вопрос терзал его в пути: как этот женский идеал найти? Другой художник света веру зная, с молитвой к небу взоры обращая, святилище мирское посещал, молился там и благо всем желал. Затем пропалывал в саду своем он грядки, потом подвязывал незрелый плод лозы, а на жену свою взирал теперь украдкой, мечту принарядив в кафтан из бирюзы. А мастер брел, пока держали ноги, пройдя деревни, города, дороги. Он в поисках прошел весь белый свет, а для картины образа все нет. Но в час, когда он был безмерно жалкий, нежданно встретил девушку с фиалкой. Он обомлел от этой чудной красоты. Сей образ превзошел его мечты. Но вот прошел уже в селении год, и два холста закончены, закрыты. Вошел и сел художник знаменитый, открыли холст и зашептал народ. В смятение вдруг пришли наивные сельчане от яркой красоты в непонятом обмане. Все девушки теперь казались просто жалки в сравнении с этой девушкой с фиалкой.
восторгались ей все жители долины и не сводили глаз от мастера картины. А старый водовоз, склонившись у седла, вздохнул: напрасно жизнь моя прошла. Как шум утих, открыли холст второй. Среди своих она казалась неприметной, ничем не выделялась пред толпой. И замечали ее люди очень редко, И мимо дома ее часто все ходили, а красоты в ней никогда не находили. Но в этот раз ее краса всех удивила. не зря художника Аля-то вдохновила. И снова по долине зашептали: ах, почему же мы ее не замечали? И бочку до краев водой наполнив, вдруг водовоз была и ясно вспомнил, Как счастлив был тогда, когда любил. как счастлив был, Как счастлив был, как счастлив был. как счастлив был, когда не падки мудрецы до внешней красоты, ведь ничего красивее нет на белом свете, чем та любовь, что Бог послал в завете, чем та любовь, Чем та любовь, чем та любовь, что Бог послал в завете.